Также несколько лет назад один из русских переселенцев в Америку, прогуливаясь просто вдоль побережья Брайтон-Бич и наблюдая на камни, которые, в общем-то, являются волноломами, заметил, что на некоторых камнях проступают лики. Когда вода попадает на камень, их становится лучше видно. И он обратил внимание, что это были бородатые люди европейского происхождения, судя по всему. И что рисунки достаточно древние, то есть они не были сделаны там, в ближайшее времени, допустим, какими-то мастерами или художниками, теми же скульпторами, которые, возможно, пытались бы там как-то творить в своем стиле. И в то же время, зная, что индейцы не носили бород, он предположил, что это могли быть какие-то выходцы из Старого Света, которые посетили Америку. И, в общем-то, сам пляж Брайтон-Бич рядом с рекой Гудзон мог говорить о том, что именно в то время это был густонаселенный район, и могла происходить какая-то торговля. И в то же время, возможно, вот это место населяли вот именно белые люди. А эти лики очень похожи на канонические лики наших святых. Почему-то вот на иконах принято рисовать святых с такими бородками, в общем-то, с определенным выражением лица и с длинными волосами. То же самое вот проступает на этих камнях. То есть есть какая-то взаимосвязь. Хотя период вот этого начертания и нарисования этих камней, возможно, относится к гораздо более древним временам. И поэтому, в общем-то, это такая своеобразная загадка. Ученые почему-то не хотят внимания обращать на вот подобные изображения, считая, что это все ни к чему не приведет, потому что изменит ход самой истории. А дело в том, что, как считается, до прихода Колумба белых людей на территории ни Северной, ни Южной Америки не побывало. Хотя очень много фактов свидетельствует об обратном. Судя по тому, что эти камни имеют такую форму как бы навала, насыпи, то их, скорее всего, откуда-то перевезли. То есть, делая волноломы, просто собрали камни, которые, возможно, когда-то создавали некое подобие капища или храмового какого-то комплекса мегалитического. И эти камни несли эти изображения еще с тех времен. И чтобы, скрыть оригинальную историю, эти камни просто собрали, загрузили в самосвал и высыпали на побережье Гудзона. И когда вода отступает, в общем-то, эти камни и лики проявляются, и люди, кто ходит вокруг, они обращают на это внимание. Естественно, это вызывает интерес у людей. Так вот, эти лица очень похожи на лица русичей, которые носили такие окладистые бороды и длинные волосы в прошлом, то мы можем предположить, что еще и до Колумба было посещение Северной Америки, во всяком случае, людьми, которые, возможно, существовали и жили на территории сегодняшней России. Так как мы знаем, что торговые пути были достаточно обширны, и, в общем-то, на примере того же Семена Дежнева или других мореплавателей, вполне возможно, что и северным морским путем могли достигать, в общем-то, границы Америки не только с западной ее стороны, но также и с восточной. Действительно, территорию той же Северной Америки заселяли не только индейцы, то есть были и белые племена, и, скорее всего, была взаимосвязь между западной культурой и культурой Нового Света. В общем-то, очень много факторов об этом говорят. То есть это подобные захоронения в курганах, это нахождение, в общем-то, черепов и скелетов людей, которые принадлежат белой расе. Даже были найдены древние римские монеты на территории Северной Америки, которые никак не могли попасть туда в доколумбовую эпоху. А также, в общем-то, очень много коллекций, которые содержат в себе изображения тех же египетских фараонов или каких-то европейских деятелей того времени. Вполне можно предположить, что существовала единая культура, которая как раз была осуществлена белой расой. А так как представители белой расы произошли с территории северной,
то вполне вероятно, что и вот носители нашей славянской гаплогруппы крови, в общем-то, могли посещать, в общем-то, и Северную, и Южную Америку. Вот, например, изображение предводителя индейцев Виракочи очень похож на европейского русского человека, у которого даже есть изображение двуглавого орла на его бляхе. Вот. Поэтому вполне вероятно, что это была какая-то единая культура, и отголоски этой культуры, они, в общем-то, пересекаются среди славян и среди даже вот современных индейцев. Там одинаковые женские головные уборы в виде таких кокошников, форма прически. То есть даже лица вот тех индейцев, которые сейчас уже не существуют на территории Америки, они вот по зарисовкам, по рисункам были очень похожи на славян. Ну, изображения, которые находят на камнях на Брайтон-Бич, в общем-то, очень похожи на изображения вот наших икон, где изображен Спас Нерукотворный. И действительно есть вот определенная иконография, которая, в общем-то, доказывает, что совпадение очень сильное.